Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши добрые слова, за лайки, подписки, комментарии. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Что и кто творит за твоей спиной? Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем. И помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, не забываем, расклад общий, девочки. Мои хорошие, в любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы, только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Подарочек. Ух ты, какая красота. Какая вы. Угу. Какая вы. Сейчас показывают на данный момент вас. Вообще вас видят небеса. Вы подарок небес. Женщина, которая умеет любить. Может любить, да, хотелось бы вам этой любви. Может быть, в принципе, для вас любить равно дышать. В принципе, вас, да, характеризует как будто бы женщина, чью благосклонность, если мужчина там, ну не обязательно мужчина там, может быть, близкие окружения заслужат, то это подарок для них. Ну, как будто бы очень ценная женщина. Вот так вот мне идет. По этой карте карта музы. Яркая, харизматичная, внешне привлекательная, талантливая. Опять-таки женщина, которая может зажигать в людях, пробуждать желание жить. Элементарно тут вас показано как оптимистка. Женщина, которая своей энергетикой делится. Тут рядом с вами люди многие с удовольствием приходят, общаются, наполняются этой энергией. Может быть, отщипнули у вас кусочек этой энергии и пошли дальше наполненные. А для мужчин привлекательная, сексуальная. Для многих мужчин, знаете, архетип любовницы, ухоженная такая, ну как яркая птичка. Но наряду с этим мне показали вас, тут у вас запрос на эту любовь, да, и можете любить, еще раз повторяюсь. Не многие люди могут любить, а вы можете. А показано у вас разбитое сердце наряду с этим всем. Разбитое сердце, разбитые мечты, ожидания. Какие-то ограничения, тут у каждого свои ограничения, понятно, у кого-то это, я даже не знаю, у кого-то ограничения, разбитое сердце, у кого-то невозможность быть с тем партнером на данный момент, да, невозможно в силу разных причин, с тем партнером, с которым бы вы хотели быть, или вы находитесь во взаимоотношениях с партнером, который, к сожалению, вам разбивает сердце, и это своего рода тоже ограничения. У кого-то материальное ограничение, у кого-то это находитесь, может быть, рядышком, в принципе, не с теми людьми, с которыми хотели бы находиться, на той, допустим, работе, в том кругу каком-то, вот общаетесь, да, вот с теми людьми, опять-таки, с которыми в идеале бы вообще их лучше бы не видел, да. Ну, так вот как-то. Показано вокруг вас очень много сплетен. Опять-таки, у кого-то даже может ситуация проиграться. Любовная сфера, да. Хотели бы, может быть, опять-таки, с каким-то человеком выстраивать взаимоотношения, но в силу того, что там ограничения у него, у вас, и еще множество сплетен вокруг этого, вот, почему-то так. У кого-то элементарно сплетни вокруг вас касаются конкретно вас, вашего материального положения. Может быть, тут больше женские, как будто бы, знаете, какие-то там домыслы,
рассуждения по поводу, может быть, вашего образа жизни, может быть, несоответствие. Люди подсчитывают, сколько вы там зарабатываете, сколько вы на себя тратите. Женщины у нас любят, да, такое подсчитывать. Чужие деньги, чужие ресурсы. А вот почему-то финансы, финансовая часть их очень, хотел сказать, беспокоит, да? Не дает им покоя. Опять-таки, может быть, там на новой машине какой-нибудь приехали, или там обновки какие-то, уже не знаю, пятая шуба у вас какая-то, или кольцо с бриллиантом, и у них взрыв мозга. Тут откуда финансы? Ну, что-то тут вот такие вот пересуды. Обсуждение вас активное. А ваше, вот у меня идет состояние такое, как будто бы к людям сразу с открытыми объятиями, с распростертыми, да, с открытым сердечком, а тут сталкиваетесь с тем, что сердечко это разбито, и вы как будто бы уже особо вам не хотелось бы с кем-либо сближаться, особо уже и доверия нет к людям. Вот так вот у меня какое-то такое идет. Вот. Ну, я считываю впечатление от этих карт. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, кто и что творит за твоей спиной? Кто и что творят? Уже отчасти мы там посмотрели. Бурно обсуждают ваше материальное положение, может быть, ваши траты. Кто и что творит за вашей спиной? Кто и что творит за вашей спиной? Кто и что? Что творят за вашей спиной? Итак, начинаем. Кто? Ух ты, какие-то соперники. Чего тут? Кто? Кто за вашей спиной? Женщины. Соперницы, получается. Что ли? Так, о чем это вообще? Давайте так. Для начала надо уточнить. Это ваши... Может быть, кто это? Это ваши подруги. Это ваши... Может, коллеги по работе, может, близкие какие-то к вам. Кто эти женщины? Это ваши подруги? На данный момент нет. В прошлом. Коллеги по работе уже нет. О чем бывшие? Девочки, тут у многих проиграется так. Это обсуждают вас, творят за вашей спиной. Получается, ваши бывшие, то ли коллеги по работе они, но уже как бывшие, потому что освобождение, как будто бы бабочка вылетела из кока. То ли вы готовитесь откуда-то с какой-то работы, скажем так, улететь, улизнуть, то ли это действительно уже в прошлом общение с этими людьми. Раньше эти люди, может быть, даже вы общались и как-то нормально, тут как будто бы удача была с вам пообщаться. Какое-то время, может быть, вам интересно было, вы пересекались, там опять-таки общие какие-то были разговоры, интересы. Но потом по карте коса как разрушилось это все. Опять-таки, подруги, попытки были стать вот более близкими, да, подругами, но карта борьба.
то ли самоутверждение было, да, вы столкнулись с какой-то, знаете, как, не буду говорить, что прям неискренность, но вот какие-то у вас были большие подозрения по поводу того, что нужно ли открываться с этими, допустим, женщинами, и не вылезет ли вам это, не выйдет ли это вам как-то боком. Вот тут мне так идет, девочки, почему-то. Так. Ну, как будто бы раньше могли действительно общаться, но при этом особо искренность, может, попытки у них и были сблизиться, но вы им особо не доверяли все-таки. Вот так вот, как будто вас что-то останавливало от, знаете, полного какого-то сближения и прямо от такой дружбы. Ну, это как, знаете, как это сказать, не прям подруги, а вот знакомые, такие какие-то знакомые, которые хотели перейти с вами на более, это, как это сказать, ну, какие-то доверительные отношения. Может быть, именно у вас что-то расспрашивали, им были как будто бы вы интересны, как будто для них была удача с вами пообщаться. Может быть, элементарно даже выгодно вы были им. Или хотели они вас там в чем-то даже использовать. Может быть, ну, действительно там интерес какой-то был у них. Вот так вот мне идет. Попытки сблизиться были с их стороны, но по карте коса все как будто разошлись, как в море корабли. А вот эти вот люди, они мне так идет, они что-то творят за вашей спиной, да, сейчас будем смотреть. Какие-то женщины еще. Сразу, как будто бы они себя транслируют в отношении вас, в принципе, да, такие добропорядочные, люди, которые готовы вам прийти на помощь, помочь. Может, и попытки были даже навязать эту вот помощь, даже вплоть до этого. Но опять, мне идет, это не одна женщина, да, это как будто бы их, ну, как минимум несколько. При этом, кстати, они могли даже между собой за ваше как внимание бороться. Вот, ну, в моменте, да. Так. Какие эти люди? Какие они? О чем это? Сейчас. Мне идет история о том, что в принципе в прошлом они могли даже прикладывать усилия, повторюсь, тут как человек разбрасывает купюры, да, вот так вот как-то в воздух. Какое-то время, я буду говорить, они разбрасывали даже свои ресурсы, может быть, старались, то ли вам понравится, то ли с вами выстроить эту коммуникацию как-то. Но при этом по карте дьявола соперничество, знаете, это такое, как вам сказать, в моменте вот да, они, может быть, и старались, но истинные их мотивы, ну, такие, большой знак вопроса. Вы могли быть то ли конкурентками на самом деле, то ли соперничество, это было на работе именно. Ну, у кого-то элементарно там должность, да, попытки подсидеть, у кого-то желание узнать о вас какую-то информацию, и потом не сразу, может быть, через время они этой информацией могли с кем-то то ли поделиться. Ну, я не говорю, что тут прям шантаж, компромат, ну, тут как бы такая какая-то скользкая ситуация. Вообще показали мне, что они в вас видели соперницу. У кого-то это рабочие отношения, соперничество. У кого-то это мужчина нравился вам, допустим, вам и им один и тот же. Или интерес со стороны мужчины был в вашу сторону, они тоже это считывали. Вот тут какой-то такой болезненный, такой какой-то момент, карта болезнь, влюбленный, выбор, вот тут вот такое. При этом эти люди скорее, ну, эти женщины, они тут скорее всего могли соглашаться на какие-то условия. Если это рабочие взаимоотношения, то тут как будто бы то чуть ли не их дрессировали для того, чтобы они были удобные. Отсутствие, ну, я не буду говорить, что тут каких-то амбиций, ну, такое, как будто бы то, что им предлагают, они на это соглашаются. Ну, кто-то безропотно, кто-то болезненно очень, но тут как вот ломали их.
Вот, может, индивидуальность где-то. Как-то вот мне идет такое, как люди приспосабливаются к тому, вот, ну, не знаю, уже к какому-то образу жизни, вот как по течению плывут, да, хотя у них есть выбор. И, кстати, в вас они могли видеть вот даже вот нарушителя этого спокойствия. Почему-то тут у меня карты такие выходили, там вот как вы как-то не особо вписывались, может быть, в этот то ли коллектив, то ли какие-то у вас тут умозаключения, у вас какие-то поступки, у кого-то хобби. По карте Арлекин это нестандартно, это как-то вы, ну, выделялись, вот чем-то вот отличались вы от них. У кого-то элементарно даже вот это образ мышления, да, вот тут не хотите быть обычным серым планктоном, как бы это некрасиво не звучало, вы хотите прожить свою жизнь, и у вас видение этой своей жизни. Ой, опять-таки, у кого-то тут вы могли рассориться с этими, опять-таки, то ли бывшие коллеги, то ли люди, повторюсь, женщины, которые набивались вам в подружки на какой-то момент, вот тут так. Но потом как охлаждение произошло. Карта ссоры, карта штурвал, как будто бы могли разойтись, как море корабли, еще раз повторюсь, вы с ними. Или эта ссора, она такая, знаете, как в воздухе висит, но, может быть, не оформлена до конца, но у каждого свой путь, своя дорога, и все уже, как бы соприкосновения нет. Вот мне почему-то вот эти вот, и тут больше женщины, да, женщины, вот они творят за вашей спиной. Что они творят за вашей спиной? О чем это вообще? Мне такое, как будто бы о вас информацию узнают, интересуются вами. При этом могут даже интересоваться, если у вас там новое место работы, через ваших знакомых, у кого-то через ваших, через начальство даже ваше о вас спрашивают, расспрашивают. У многих спрашивают о вашем, как вам сказать, профессиональном, да, может быть, росте, развитии. Как будто бы пытаются, я тут не буду говорить, что там как-то вас подсидеть или дискредитировать. Нет, ну вот какие-то вопросы, как будто бы наводящие по поводу именно того, чем вы сейчас занимаетесь. Вот как-то так. И насколько вы в этом хороши. Вот, насколько у вас там карьера строится, насколько, может, у вас какие-то планы. Вот тут вот как-то вот так больше. Это не даже не больше как эмоционально, а вот конкретно четко вопросы, вот как будто бы о вас. Вот это вот даже для вас, может, это неожиданно, но они о вас наводят справки. И это, повторюсь, это не вашей личной жизни касается, это касается ваших профессиональных там обязанностей, чем вы, ну, в принципе, заняты. Каждодневно, может быть. Так, о чем это? Что творит за вашей спиной? Так, талисман. У кого-то тут прямо, девочки, если это интересуется ваше бывшее, может быть, кстати, начальство даже. Потому что тут карта власть и карта аисты. Дело в том, что тут может быть ситуация такая, знаете, ваше бывшее начальство вас воспринимает как еще, как будто бы вы, ну не буду говорить, крепостная, да, и вы принадлежите им. И нет, но тут какой-то почему-то на вас, как будто бы начальство на вас то ли виды какие-то имеет, то ли в принципе помнит, скажем так, может вашу какую-то благонадежность, может быть старается даже придумать, как вас использовать. Но тут использовать такой момент, сразу сделаю такую пометочку, тут сразу идет такой вопрос, карта свеча, видите, тут женщина сгорает, это энергию свою отдает. Тут наводят справки по поводу вас,
как можно, может быть, вас привлечь к какому-то делу или даже новую, там у кого-то какая-то должность, у кого-то предложить новое место работы. Но при этом я сразу предупреждаю, тут люди конкретно хотят вас тут не подставить, нет, тут просто использовать по полной. Тут вы тут будете тут работать, эту энергию вкладывать. Ну, если будет нормальная зарплата, это одно, оплата вас будет устраивать. Другое дело, насколько это будет, ну, соответствовать правде. Ну, тут я вижу, тут карта свеча, да, женщина отдает эту энергию. Как будто бы вас знают, вы себя зарекомендовали как человек, который действительно будет работать, отдавать себя на все 100%, на 1000%. И вот тут вот почему-то о вас собирают информацию, может быть, хотят там предложить, как будто бы вы один из претендентов, рассматривают вашу кандидатуру. При этом, повторюсь, вам могут обещать вот эти сокровища, как обычно мы на работу устраиваемся, вы знаете, да, и нам обещают золотые горы, а тут прям сокровища будут обещать. И карта Род могут рассказывать о том, что, ну это как, что, кто что творит за вашей спиной, в данном случае я не вижу плохое что-то творится. Тут как будто бы вас, вашу кандидатуру обсуждают. При этом могут и вас, ну, о вас так характеристики говорить карта Род, что вы в принципе можете в коллектив любой влиться, да, и вам, кстати, могут обещать, что там помимо зарплаты там вот этих сокровищ несметных, тут еще и коллектив хороший, тебя как примут как родную. Но почему-то, девочки, это для вас между строк предупреждение. Аккуратно все выясняйте, не соглашайтесь сразу же. По крайней мере, хотя бы эту зарплату себе больше выбивайте. Почему? Потому что карта узел. Это можно как кармический узел прочитать, да? Конечно, могу сказать, что вы не избежите, вот это вам как запланировано, вам нужно это пройти, вам нужно тут, может, попасть и проработать на этой работе. Но у кого-то, девочки, аккуратно, вы как будто бы сами этот узел можете завязать, как ограничения какие-то, аккуратно. Более того, тут так интересно, я вам хочу сказать, на вас еще вот тут и не виды имеют, и вас, кстати, могут тут, ну, использовать некрасиво, я сказала, но тут вот прямо как будто бы они говорят, что если вы будете, допустим, там, заняты, да, участвовать в этом каком-то то ли проекте, то ли должность какая-то у вас тут, то карта талисман, вы как будто бы будете, понятно, прикладывать максимум усилий, и все сложится, все случится, как будто видят вас вот чуть ли не идеальную кандидатуру. Но при этом мне такое ощущение, что там еще есть претенденты, там могут просто вас обсуждать, ну, предлагать, вот как будто бы люди, как вам сказать, вашу кандидатуру сравнивают с кандидатурой других людей. Кто-то против, кстати, вот тут. Тут как будто бы люди, вот женщины в данном случае, может быть, тут и начальство еще, власть какая-то. Тут кто-то яростно может быть против, кто-то цепляется за эту идею. Вот так вот. Но, в принципе, люди хотят, понятно, для себя лучшего. Насколько это для вас классно, не скажу вам. Не знаю. Тут большой знак вопроса. Вот это, если бы вот не было вот этой карта вот этот узел, видите, я бы сказала, так классно, все, здорово, соглашайтесь. Но тут вот эта карта узел говорит о том, что зачем вам этот узел завязывать? Это одно. Второе, вот эта карта свеча, тут желание у людей, знаете, от звонка до звонка, дабы вы были, присутствовали, не просто присутствовали, а максимально вкладывались в этот проект, отдавали всю свою энергию. Они от этого вас будут ждать, ну кто-то требовать даже от вас этого будет. Ну вот так как-то. Ну то есть идет бурное обсуждение вашей кандидатуры. Тут и ваших в принципе каких-то способностей в плане профессиональных, и вашего, может быть, умения вливаться в коллектив. Вот насколько вы там будете соответствовать, да, какому-то коллективу. И тут мнения тут как будто бы разделились. Кто-то о вас очень хорошего мнения, как в принципе о человеке, тут не, а у кого-то прям ярость вызываете, воспоминания, может быть, о вас, какие-то тут странные такие смешанные эмоции. Вот это творится за вашей спиной. Так что, может быть, и дождетесь какого-то предложения, а может быть, узнаете через время,
что вашу кандидатуру буйно обсуждали. Все, мои хорошие, такой расклад. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.